Всем доброго времени суток, с вами я, Марина. И я, Максим. Вы смотрите специальный выпуск Ram News. Сегодня исполняется 48 лет ритм-гитаристу группы Рамштайн, Паулю Ландерсу. Команда Ram News и фан-сайт RamClan.ru от всей души поздравляет Пауля с днем рождения. Желаем ему счастья, здоровья, побольше радости в жизни и чтобы продолжал нас радовать своим талантом еще очень много лет. Желаем ему преданных друзей и творческих успехов. Пауль Ландерс родился 9 декабря 1964 года в Берлине. В весьма интеллигентной семье. При рождении он получил имя Хайко Пауль Хирше. Учеба Паулю не нравилась с самого начала. Кроме того, Пауль был самым маленьким в классе и, по мнению учителей, был достаточно болезненным ребенком. Профессиональная принадлежность обоих родителей привела их к годичной командировке в СССР. Пауль тогда учился в 3 классе. Целый год он жил в Москве, на улице Губкина, как раз напротив универмага «Москва», а учился в школе при ГДРовском посольстве. В бывшем СССР Пауль успел, однако, повидать не только столицу. Он ездил с родителями в отпуск на Азовское море, а на Украине в начале 70-х было очень напряженное положение с продовольствием. «Мои родители ездили на рынок раз в неделю», — вспоминает Пауль. Обычно это длилось целый день, потому что автобус приходилось подталкивать, когда он ехал в гору. А после папа возвращался с 3 кусками масла, и это было совсем неплохо по тогдашним меркам. С тех пор мой отец терпеть не может яйца, потому что тогда мы питались практически одними только яйцами. Куриц вокруг было полно. Еще мама готовила картошку в масле. Просто варила картофелины в кипящем масле. Получалась очень интересная еда. Хорошее во всем этом было то, что я получал возможность научиться простой истине. Некоторых вещей может просто не быть. Когда я спустя год вернулся в Германию, я уже не мог больше вместе с остальными жаловаться на отсутствие кетчупа или простыней на постели. Я успел понять, что такое настоящая нужда. Возможно, опыт жизни в России стал причиной того, что я не рвался уехать из ГДР. Я знал, что мы живем далеко не так плохо, как нам кажется. Сначала я, конечно, не хотел ехать в Россию и плакал, но после возвращения в Германию я спрашивал: «Папа, а когда мы вернемся домой?» Однако домой ему выпало вернуться уже при иных обстоятельствах, будучи музыкантом. У Пауля была сестра на 3 года старше его, которая училась играть на фортепиано. Фортепиано стояло у них дома, и когда Пауль подрос, ему тоже не удалось избежать привлечения к занятиям музыкой. Но 12-летнему Паулю оно абсолютно не нравилось, и его учительница музыки жаловалась на то, что он плохо себя ведет. Родители Пауля на этом не останавливались и отправили его учиться играть на кларнете. Руки его были просто идеальны для кларнетиста. По словам самого Пауля, самые ценные знания, полученные им от своего учителя, касались того, как часто нужно принимать холодный душ, чтобы не болеть. Регулярные занятия очень быстро наскучили ему, и он бросил заниматься игрой на кларнете. Переломный момент наступил в жизни гитариста, когда ему исполнилось 14 лет. Историческое событие совершилось неожиданно, когда в папином шкафу молодой и полный энергии Пауль нашел старую пылящуюся там гитару и попробовал на ней сыграть. Играть он не умел и никогда не учился, но начало было положено. Через некоторое время родители Пауля удивились. Он добровольно сел за фортепиано и начал наигрывать нечто, сочиняемое на ходу. В 9 классе Пауль купил себе первую электрогитару «Ирис». А надо сказать, что музыкальные магазины ГДР отнюдь не баловали посетителей большим разнообразием инструментов. Звук приобретенного инструмента Пауля слегка разочаровал, но понадобилось лишь немного фантазии, и гитара, подключенная сразу к нескольким динамикам, зазвучала по-настоящему громко. Еще в 1982 он познакомился на концерте с Александром Кринингом, будущим барабанщиком еще не основанных тогда Feeling B. Крининг познакомил Пауля с Алешей. Репетиции проходили на квартире у Алеши, и соседи были от этого далеко не в восторге. Позже Крининг привел в группу Флаки, с которым был знаком по школьному концерту. Так, в 1983 году произошло первое знакомство будущих гитариста и клавишника Рамштайн, и одновременно с ними основание одного из самых популярных в ГДР панк-проектов – Feeling B.
В 20 лет на острове Балтийского моря, Хидензе, Пауль познакомился со своей первой любовью, Никки Ландерс, которая была родом из Лейпцига. Надо заметить, что настоящим именем Пауля на тот момент было Хайко Пауль Хирше, которое он просто ненавидел. Он исключил Хайко и получил Пауль Хирше. Когда он женился на Никки Ландерс в 1984 году, он взял ее фамилию, и в итоге получилось его нынешнее имя – Пауль Ландерс. Мы поженились в Берлине. Церемония длилась 2,5 минуты. Я хотел этого не из-за церемонии, не из-за фамилии, я хотел быть женатым. Мне это нравилось. Мне было 20, но я чувствовал себя 12-летним ребенком. И я сказал себе: послушай, ты женат, в паспорте стоит женат. Меня это как-то прикалывало. Мне всегда нравилось не то, что нравится большинству. После развода Пауль переехал к Флаке на Фербеленерштрассе, а оттуда в 6-комнатную квартиру на Фербеленер 9, совсем по соседству с Алешей Ромпе. Холостяцкая жизнь с развеселыми вечеринками со временем сменилась оседлостью, в доме появились женщины. Чуть позже Пауль встретил очередную спутницу, которая подарила ему сына. Жениться во второй раз он не стал, но когда они расстались, ребенок остался жить с отцом. Так потихоньку началась совсем самостоятельная жизнь. Вечеринки, концерты и снова вечеринки. Feeling B меняли состав, но их основное ядро, Пауль, Флак и Алеша, оставались неизменными. Группа приобретала популярность в ГДР, выпускала альбомы, в 1990 году побывали они даже в Париже, а в 1993 добрались и до США. Филингам пророчили светлое будущее после падения стены, и вероятно оно бы и стало таким, если бы в самый ответственный момент Пауля, Шнайдера и Флаки не переманили в начинающийся проект, который назывался «Рамштайн». Сейчас Пауль живет в Берлине со своей гражданской женой и 2 детьми. На этом у нас все. С вами были Марина и Максим. До скорого!